Всем привет! Вы на канале Около Канады, и с вами, как всегда, я, Ирина. И сегодня я хотела бы вам рассказать о социальной помощи в Канаде. На самом деле, Канада — это такая страна, где социальной помощи очень-очень много. Это может быть и еда, выплаты на детей, на семью, просто на безработицу и на другие возможные варианты. Сегодня я вам об этом расскажу, открою секрет бесплатных магазинов в Канаде, которые также являются такой социальной помощью, где можно взять дешево или вообще бесплатно вещи. Все это будет в этом видео, обязательно смотрите до конца, подписывайтесь и ставьте лайк в поддержку моего канала. Ну что ж, многие услуги и удобства в Канаде стали возможны благодаря налогам. Налогам, которые и я, и вы наверняка платите в Канаде. То есть все обязаны платить налоги, те, кто работают. Вот. А кто не работает, может получать с налогов просто выплаты. Логично. Давайте, короче, ладно, давайте не будем входить в эти дебри споров и так далее. Ну, в общем, что интересно, что налоги, которые мы платим, тоже помогают обеспечить выплатами студентов, семьи с низким доходом, например, приезжих, вот те же $3000, которые выплачивались украинцам, всем, кто приехал по программе КОЭД. Я также приехала по программе КОЭД. Конечно же, это деньги не шли непонятно откуда. Это деньги шли с налогов людей, которые здесь живут и работают. Также эти деньги приходят пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. Знаете ли вы, что вы можете получить пособие или льготы, приехав в Канаду и не имея работу? Это очень интересно, правда? И вот 3 из таких вариантов, которые вы можете получать, сегодня я вам расскажу. А далее еще о бесплатных магазинах. Обязательно смотрите видео до конца. И первое, на что вы можете податься и на что вы имеете право, это Canada Child Benefit. Canada Child Benefit — это ежемесячная выплата, не облагаемая налогом, не помогаемая семьям оплачивать содержание детей младше 18 лет. То есть ситуация такова: если вы имеете детей, вы можете подаваться на данную Canada Child Benefit в случае, если вы пробыли в Канаде в течение 18 месяцев и более. То есть, вроде бы на 19 месяц вы можете подавать на Canada Child Benefit, и там, в зависимости от вашего налога, вам будет приходить ежемесячная выплата на ребенка. Это может быть и $300, и кто-то даже, я слышала, получал 600. То есть это достаточно приятная помощь, которая может покрывать даже ваш садик вашего ребенка, либо дополнительные курсы, или, возможно, частично няню, чтобы вы могли заниматься своими делами. То есть очень приятная поддержка от государства, которая, конечно же, является сильным стимулом также для людей сюда приезжать, потому что каждый имеет право податься на такую льготу, да. И это очень приятно. На самом деле, мы вот уже тоже прожили более 18 месяцев, и скоро также будем подаваться на Canada Child Benefit. Это будет огромной поддержкой для нашей семьи, на самом деле, как и для многих. Ну что ж, следующая программа — это Goods and Service Harmonized Sales Tax GST HST Credit. И, конечно же, это тоже программа, которая не облагается налогом. Это ежеквартальная выплата, помогающая полностью или частично компенсировать выплаты GST и HST, которые они платят. Разные провинции, конечно, территории предоставляют разные варианты, определенные пособия по данным льготам, да, и которые вы можете получить. Поэтому в зависимости от того, в какой провинции вы живете, вы будете получать определенные вот такие вот tax sales, да. В целом нам в прошлом году tax sales пришел на $1000, то есть это очень много. Приятно, когда ты знаешь, ты как честный гражданин платишь налоги, но все же тебе эти налоги частично возвращаются. Прежде чем претендовать на получение данных льгот, вам необходимо подать заявку на SIN number. Это необходимость для каждого приезжего, для тех, кто здесь живет. SIN number — это бумажечка, которую лучше запечатать и держать при себе, и иметь повсюду, потому что это очень важная вещь здесь. Это в целом и в Канаде, и в Америке Social Insurance Number, то есть номер социального страхования. Это то, с чем вот в Канаде вам нужно быть прям близко-близко. Это вам поможет, правда. Также стоит напомнить, что вы можете получать налоги только в случае, если вы каждый год декларируете свой доход или отсутствие дохода. Это тоже очень важно. Иначе не сможете получать данные льготы и пособия, потому что здесь любое действие должно быть, так сказать, написано на бумажке. Это очень важно, чтобы все знали, сколько вы зарабатываете или не зарабатываете. Это может сказаться или не сказаться на вашем будущем. То есть в целом это может даже как бы решить ваше дальнейшее пребывание страны, потому что в
варианте получения каких-либо документов рассматриваются, во всяком случае, на PR или, например, позже на гражданство, рассматриваются разные аспекты подхода к вашей личности. Так подскажу с личного опыта, если вы не можете разобраться в этих налогах, потому что там на самом деле бумаг полно. Я пыталась их распечатать, и там вышло где-то 100 с чем-то бумаг со всеми этими, знаете, табличками, циферками, то есть это очень сложно, и разобраться в этом тяжело. Поэтому мы в прошлом году нанимали бухгалтера, который нам помог разобраться со всеми этими налогами и с приходами, доходами, выходами и так далее. И в целом это было очень приятно и недорого. То есть за $100 вроде бы мы заплатили $100, и вот нам решили эту проблему. Если вы можете сделать это сами, это прекрасно, но вот такая подсказка, да, относительно того, как можно решить проблему налогов, бухгалтер, или обратиться в помощь там в Canada Review Agency вроде бы, и там тоже можно, чтобы вам бесплатно вроде бы помогли. Но я не знаю, насколько эта процедура долгосрочная, насколько там нужно ждать, и вообще сможете ли вы поговорить с человеком по-английски настолько хорошо, чтобы понять, и он вас понял. Поэтому тоже учитывайте это. Но в целом я надеюсь, что вы быстро разберетесь с налогами. Не забывайте, налоги идут также к нам потом на помощь. Правда, налоги здесь реально большие. Вот меня вообще удивляет эта система. Даже вот то, что говорят, что в Калгари и в Альберте налоги небольшие, но все равно такое ощущение, что они огромные. Вообще не знаю, как выживают люди в других провинциях. Напишите мне, пожалуйста, как вы это делаете. Пособие по безработице выплачивается тем, кто работает менее 15 часов в неделю или же зарабатывает менее $113 канадских в неделю. Ну, то есть совсем немного. Насколько я помню, на пособие на безработице могут подаваться люди, приехавшие по КОЭД, только я знаю такую информацию, что лучше на разные пособия не подаваться, потому что потом и людям по разным визам, вообще вне зависимости от того, КОЭД это или нет, потому что потом могут возникнуть вопросики к вам при получении PR, Permanent Residence, или потом при получении гражданства. То есть, ну, а что ты делал, да? Ты приехал сюда что делать? Сидеть, получать только пособие? Ну, наверное, не стоит. Ну, у каждого разная жизненная ситуация, но я слышала, что с этим могут потом быть проблемы. Ну что ж, величина пособий и продолжительность его выплат зависит от ряда причин. От того, где вы работаете, сколько получаете, как долго вы работаете на определенном месте. Максимальный размер пособий это вроде бы 350 чем-то долларов канадских в неделю. Ну, то есть в месяц это у нас там получается, считайте, 1000 с чем-то долларов, $1400, да. И если у вас нет работы, то вы ее, конечно же, должны настойчиво искать и в это время получать свои выплаты. Опять же, повторяю, что так часто делают люди, которые уже наверняка имеют канадское гражданство, потому что те, которые не имеют, потом может, ну, как бы как-то неприятно повлиять на это. И только такие выплаты вы можете получать только в течение 50 недель. Дальше уже, извините-ка, ищите себе свои варианты сами. Либо вон, на улицу. Таких людей, к сожалению, очень много. Также предприниматели или пенсионеры, возраст от 65 лет, не получают данное пособие. И оно также распространяется оно также распространяется на работников, которые уволились по собственному желанию, либо по каким-либо другим причинам, например, по нарушению трудовой дисциплины. То есть, ну, что-то не так сделали, вас уволили, можете подаваться. Только если у вас есть гражданство, повторяюсь. Также есть пособие по временной выплате работникам, которые каким-то образом были ранены или, возможно, получили травму какую-то на работе. Вот, и такое пособие тоже есть, и в целом это очень приятно, потому что, ну, мало ли что может произойти. А здесь, насколько я знаю, компании как-то особо не парятся. Ну, сломал себе что-то, иди нахрен, например. Ну, у меня есть такая ситуация, вот мой муж работает в типа как security, и там никаких социальных таких штучек, типа каких-то выплат дополнительных или социального медицинского страхования вообще нет. То есть если что-то случится, а работа достаточно опасная, потому что ты должен там ловить преступников, потом с этой лестнички можно в полицию вообще пойти, но никто тебе не поможет, потому что это твои проблемы, если тебя пырнули ножом. А такие ситуации были. Одного мужчину облили спреем от медведя в глаза,
никто ничего ему не выплатил. Другого мужчину пырнули ножом, никто ему ничего не выплатил. Третьего мужчину собака почти загрызла, никто ему ничего не выплатил. То есть здесь тоже нужно быть очень осторожным с этим. И мне кажется, ну если уж такая беда случилась, то можно точно податься, блин, потому что это страшно. Ну и, конечно же, пожилые люди могут получать дополнительные какие-то пособия по обеспечению старости, потому что, насколько я поняла, в Канаде тоже старость не сильно веселая, потому что пенсии здесь реально небольшие, там вроде бы максимально $1300 или 2000, ну попробуй тоже проживи на такую пенсию. Не все могут, и не у всех есть свои дома даже до конца старости, то есть кто-то даже до конца своей жизни арендует жилье, а посмотрите на цены аренды, то есть, ну, это очень страшно, и не знаю, насколько высоки эти пособия, если честно, но в целом, блин, ну, хорошо, что они есть, конечно, но странновато. Мне казалось, что Канада — это такая страна, где прям все должно быть идеально, лучший мир, но, видите, даже в старости здесь люди продолжают и продолжают работать, не покидая своих дел, потому что, ну, они сильно ухудшат уровень своей жизни. Ну что ж, и, конечно же, стоит напомнить о том, что для украинцев была введена программа экстренной помощи, то есть $3000 на одного взрослого и $1500 на ребенка, приехавший сюда. Это еще вроде бы не сильно большая помощь единоразовая. Ну, как бы для людей, которые приезжают сюда, это очень большая помощь на старт. Но в целом я знаю, что для других народов тоже, я знаю, что индусы приезжают, да, и они получают какие-то дополнительные помощи, арабы получали какую-то помощь. Ну, то есть как-то наверняка это делается, чтобы сюда приманить в какой-то степени людей, да, конечно же, помочь, потому что вот, например, ситуация в Украине, ну, если бы не эта помощь, то это было бы очень-очень сложно и непонятно. Но в целом я хочу тоже упомянуть не только Канаду, да, и также есть и прекрасная страна Польша, которая помогла Украине огромными средствами, вообще всем, чем только возможно, и сделала все только, что только возможно, чтобы помочь, и делала выплаты, и даже, насколько я знаю, украинцы там себя чувствовали лучше, чем поляки относительно медицинского страхования, да, и страховки медицинской, там можно было совершенно бесплатно родить, сделать операцию, и вроде бы до сих пор есть такие льготы. То есть это очень приятно. Польша — это просто супер. Польша — это класс. Я жила в Польше 6 лет, и я просто обожаю Польшу. Скучаю. И теперь я расскажу вам о вот в этих вот самых интересных моментах. Что это за бесплатные магазины в Канаде? Да, есть такой магазин в Канаде, называется он Open Market, и вы можете прийти туда и совершенно вот сколько хотите заплатить, столько и платите. И он тоже является магазином, который был построен для того, чтобы протестировать систему. Этот магазин работает с системой Pay What You Want, и это означает, что есть определенные цены, применимые ко всем товарам, но вы можете заплатить столько, сколько вы хотите. И насколько я знаю, такой магазин только один в Канаде пока что на данный момент, и он находится в городе Калгари, мои дорогие друзья. И этот магазин прекрасный. Вы можете заходить, там фермерские продукты. Сейчас вы напишите фермерские продукты в Канаде зимой. Я напишу да, потому что это фермерские продукты с Мексики. Не сильно далеко можно привезти. То есть вы можете вообще ничего не платить, если вам хочется. И это, например, я никогда в жизни нигде не видела. Это просто невероятно. Ну, где еще можно бесплатно совершенно получить продукты? Приходи и забирай. Хочешь — плати, хочешь — не плати. То есть, ну, это очень интересно. Бесплатно или за какую-то сумму. То есть я всегда какую-то сумму плачу, или полную, или половину. Я вот хотела заплатить полную сумму. Мне говорят, это магазин, где можете платить неполную сумму. Насколько я понимаю, там работают волонтеры, привозят эти товары, они совершенно отличного качества, это не какие-то прогнившие сливы или так далее. Нет, это все совершенно хорошее, замечательное, свеженькое, ну, то есть прекрасное. И я совершенно счастлива, что такое есть. Это большая помощь, это экономия для людей большая. Ну, можно сэкономить спокойно $50 в неделю, там, да, платив полцены даже, закупився хорошими продуктами, овощами, фруктами, там даже яйца есть, супы, консервы бесплатно раздают. Ну, то есть это огромная помощь, социальная помощь для людей, которые нуждаются в ней. Так как уровень жизни в Канаде действительно очень высокий, вы можете спокойно себе получить бесплатно вещи, любые маркетплейсы, люди все это отдают, некоторые выносят к мусоркам какие-то вещи, и все это в очень большом доступе. Либо же вы можете пойти купить в магазинах, в таких как комиссионных, типа Goodwill, Value Village или Thrift Store, и там вы можете найти совершенно, может быть, даже новые, я часто там вижу вещи с бирками,
и приобрести их. Я часто рассказываю, вот у меня есть блоги, где я была в таких магазинах, приходите, смотрите, типа магазин Goodwill, там я показываю, что именно там есть и как оно выглядит. Так что, дорогие друзья, вот так, есть большая помощь от Канады, и это невероятно, потому что не каждая страна предоставляет такие возможности. Конечно же, мы не должны забывать, что все это идет с наших налогов, с тех, кто работает, и очень важно помнить об этом, да, и не критиковать всю эту систему, она такая, какая она есть. Да, вот такая вот налоговая система, ребятки. Мы должны платить, потому что потом это в какой-то степени нам выплачивается. Тоже не стоит забывать о том, что медицина в Канаде подстроена под социальную систему выплат, налогов. То есть она бесплатна, и она базируется на налогах, которые платят люди. Об этом тоже не стоит забывать. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Я надеюсь, видео было для вас полезным, потому что это была моя мотивация сегодня дать что-то полезное для вас. И надеюсь, что вы будете рады и счастливы. И надеюсь, что вы оставите свой комментарий, что вы думаете о социальной помощи в Канаде. Обязательно переходите на мой рабочий инстаграм, так как я являюсь фотографом. Ну и также можете переходить на мой личный инстаграм, там есть интересные рилсы. До скорых встреч. Пока.